Приветствую, зритель. Думаю, ты слышал про смертельные файлы, которые гуляют по интернету. Да, многие из них могут напугать, но не более. Однако большинство из них пугают своей таинственностью. Например, тот же самый Вайоминский инцидент. Они интересны тем, что несут в себе какую-то тайну создания. Но самым таинственным среди них является, пожалуй, файл под названием Barbie AVI. Сегодня мы поговорим про него, а конкретно разберем, откуда пошел этот файл, что за девушка была на видеозаписи, а также несколько других, не менее интересных деталей. Но для понимания информации, думаю, стоит ознакомиться с оригинальной крипипастой. Пересказывать всю крипипасту не вижу смысла, ибо это займет много вашего времени. Постараюсь вкратце. Итак, парень, чего лица для повествования истории, однажды после вечеринки своего друга находит на улице монитор и системный блок. Системный блок он забирает на машине подруги, которая и приехала за ним, чтобы отвезти домой, а после отдать своему другу, который как раз нуждался в системнике. Спустя неделю он вспоминает об этом системном блоке, который успешно был забыт в багажнике его подруги. Но принеся его домой, автор решает поискать в нем что-нибудь интересное, например, порно. Но находит он только файл Barbie AVI. Да, тот самый файл, о котором мы с тобой сейчас говорим. На нем он увидел ту самую интервью блондинки, которую прозвали Барби, в соответствии с названием файла. Также в оригинальной крипипасте после интервью Барби есть и вторая часть видео. Какой-то человек 6 минут идет по железнодорожным путям, потом сворачивает в сторону леса и идет по дорожке, сделанной из фанеры. Автор вспоминает, что в нескольких метрах от него есть такие же железнодорожные пути, после чего решает отправиться по следам видео. Далее он находит заброшенный дом, заходит в него, слыша звуки, похожие на стон. Выбежав из дома, он думает, что этот стон – это, скорее всего, вода, что протекает по трубам. Однако откуда взяться в воде в заброшенном доме? На этом оригинальная крипипаста заканчивается. Размещена она была на одном из городов Двача в 2009 году, однако архив данного борта не сохранился. Но сохранились видео, загруженные, как можно понять, самим автором данной крипипасты. Его ник – Ксенопаста. Именно он начал эту головную боль анонов, желавших докопаться до истины. Что за девушка? И что это за интервью? Спустя какое-то время появляется уже другая крипипаста. Дело сестер Нойт, придуманная и получившая распространение в основном на территории СНГ. Основана, как можно понять, на оригинальной крипипасте, однако по своей сути является неким приквелом. Суть в том, что в полицию поступило заявление о пропаже двух близнецов – Меган и Барбара Нойт. Полиция начала поиски, и спустя какое-то время одна из сестер, а именно Меган, была найдена на одной из заброшенных железнодорожных веток города, в котором происходили описанные события. После того, как девушка пришла в себя, полиция опросила ее, после чего выяснилось, что ее сестрой держал какой-то мужчина в заброшенной психиатрической больнице. Обследовав лечебницу, полиция смогла найти только VHS-кассету с надписью на ней «Барби». Кассета была передана на оцифровку одному из сотрудников домой, однако потом его нашли повешенным, а монитор был найден разбитым на улице возле дома сотрудника. Системный блок пропал. Итак, думаю, понятно, что для этих крипипасты вымысел. Никаких сестер Нойт не было, системника и повешенного сотрудника тоже. Однако интересна эта крипипаста не самой историей, а конкретно видео и девушкой, что давала интервью. Как можно заметить из видео на канале Ксенопаста, в общем счете частей было 4, однако третья так и не была загружена. Тем не менее, считается, что третья часть была потеряна навсегда. Шел 7-й год с момента создания одной из самых тяжелых загадок в жанре крипипаст. Было создано множество тредов, где авторы пытались решить эту головоломку. Пытались найти оригинал видео, вбивая в поиск название файла, но оригинал найти не удавалось. Однако были найдены фотографии той самой Барби, где она позировала для некого журнала Ambix и Fascination. Журнал этот был не совсем обычный. Там снимались девушки, лишенные какой-либо конечности. У девушки, о которой мы говорим, не было правой руки. Это можно заметить на фотографиях, а также на одном из видео, если внимательно присмотреться. Также надпись «Биит», мелькающая на долю секунды в 4-й части видео, указывала на то, что девушка не имеет какой-либо из конечностей. БИИД – синдром нарушения целостности восприятия собственного тела.
в связи с которым люди намеренно ампутируют себе конечности, потому что чувствуют себя с ним некомфортно. Также были предприняты попытки убрать шум с видео, чтобы услышать слова девушки. Манипуляции со звуковой дорожкой никак не помогли анонам приблизиться хоть на шаг к истине. Время шло. Оригиналов видео найти все так же не удавалось. Аноны уже потеряли какую-либо надежду, но неожиданно вскрылось следующее. «16 сентября 2016 года на 2Ч был создан тред, в котором один из анонов нашел якобы третью часть Барби Ави, который был залит на азиатский видеохостинг. Залито оно было туда аж в феврале 2012, однако найти его смогли лишь спустя 4 года. Благодаря этому треду расследование Барби Ави длиной 7 лет приобрело второе дыхание. Аноны чувствовали, что находится слишком близко к истине, поэтому было поздно сдаваться. Тогда-то и сформировалась группа людей, интересовавшихся данной темой довольно долгое время. Желая найти оригинальное видео и какие-либо данные о девушке, они начали свое расследование. Правда даже в то, что имеется, а именно, видео было снято в 1989 году, о чем свидетельствует надпись на видео. Девушка страдала синдромом нарушения целостности восприятия собственного тела. Позже выяснилось, что она снималась для журналистов с направленностью тематики девушки-ампутантки. Группа решила, единственная зацепка, которая смогла бы как-нибудь пролить свет на историю Барби, были журналисты и форумы инвалидности. Прошарив огромное количество таких форумов, было выяснено, что у девушки может быть одно из 4 предположительных имен – Барби, Тэмми, Бекки и Шерон. Имя Барби фигурируется только в крипипасте, следовательно, имя на 100% не настоящее, но для удобства именно это имя будет характеризовать девушку далее в видео. Тэмми и Бекки предположительно могут быть псевдонимами, под которыми публиковалась Барби. Что же касается Шерон, группа расследования решила написать одному из создателей таких журналов, Майклу Раунсу. Как ни странно, хоть журнал давно был запущен, интервью было где-то аж 29 лет назад, но создатель был жив и даже ответил нашим сыщикам. В сообщении он сказал, что помнит девушку. Говорит, что вроде как ее звали Шерон, на момент съемки ей было 22. Лишился на руки из-за несчастного случая со стиральной машинкой. Почему же Барби пошла сниматься в такого рода журналах? А куда бы пошла девушка-инвалидка, чтобы получить денег? В интервью она говорила, что не имеет каких-либо способностей или талантов, поэтому думает, что будет в дальнейшем работать нянькой или сиделкой для стариков. Может быть, она хотела построить карьеру на таких фетишах, но стать моделью ей, увы, не было суждено. Пообщавшись с создателем одного из журналов, была заброшена кассета либо какие-то архивы с неискаженной звуковой дорожкой. Однако создатель ответил не только отказом, а и вовсе послал группу по ложному следу. Зачем он так поступил, точно неизвестно. Либо ему было что скрывать, либо ему просто было лень. Начало расследования было положено, отступать было некуда, ибо группа зашла слишком далеко, чтобы бросить все и забить на поиск той самой Барби. Было принято решение искать кассету на форумах и опрашивать уже пожилых фетишистов. Как уже было сказано, расследование началось с письма Майклу Раунсу. В своем письме он сказал, что знал Барби. Говорил, что у него даже осталась кассета, однако в его журнале Барби никогда не снималась. Майкл сказал, что знает женщину, которая брала интервью у Барби. Группа написала ей письмо, на что получил ответ: «Я не знаю эту девушку». Стало ясно, что создатель журнала скрывает что-то и явно не хочет делиться какой-либо информацией. Однако часть его информации казалась правдивой, а именно, Барби лишилась руки из-за трагедии со стиральной машинкой. Также она никогда не снималась в Бампексе. Группа принялась собирать информацию из других журналов подобной тематики, однако здесь им не улыбнулась удача. Кто-то уже давно умер, кто-то не выходил на связь, кто-то просто отказался что-либо уточнять. Причины отказа на тот момент были непонятны. Также была известна личность оператора, снимавшего интервью с Барби. Никаких зацепок по поводу него не было. Расследование почти зашло в тупик, однако осталось еще одно – искать помощи у обитателей форумов. Был заброшен доступ по многие закрытые форумы фетишистов.
опрошены многие участники, но по большей мере новой информации это не принесло. Спустя какое-то время участников нашей группы приняли в закрытый форум любителей ампутанток. Администратор данного форума оказался неплохим человеком и помог наладить связь с тамошними обитателями. Одним из таких любителей был пожилой мужчина, который помимо того, что был парализован, так еще и умом тронулся. Что ж, это был хоть какой-то след, способный пролить тайну на личность Барби. Было написано письмо старику. Вдобавок к этому администратор нашел женщину, которая, по его словам, снимала интервью с Барби. И он дал контакты той же самой женщины, на которую группу направил Майк, создатель Ампекса. Совпадений было немного. Стало ясно одно: кто-то из них врет. Пришло письмо от парализованного деда. Он помнит Барби, а также уточнил то, что она снималась в 80-х годах. Это внесло некоторую яркость в поисках, однако они были по-прежнему затруднительны. Итак, на форумах были найдены фотографии, однако из какого они журнала оставалось тайной. Также ничего было непонятно касательно самой Барби, кто она, где работала и многое-многое другое. Но благодаря усердиям американских анонов, группа смогла услышать некоторые фразы из третьей части, которая была обнаружена в 2016 году. Например, стали известны не только какие-то моменты из жизни девушки, но появились другие лица, которые могут знать что-нибудь о Барби. Были услышаны 3 имени: Сью, скорее всего Сюзанна, Бобби и Джерки. Уже позже группа узнала, что до Сью была Сьюзен Эббот, женщина, ведущая интервью в журнале Fascination и помогавшая инвалидам реабилитироваться в обществе. Все это было обнаружено после того, как группа нашла оригиналы видео, но об этом чуть позже. Бобби – одна из моделей того же журнала, где снималась Барби. Группа смогла найти ее контакты, а также домашний телефон. Так как обратного письма не было получено, было принято решение позвонить ей. Переговоры вел носитель языка, позвонив по номеру телефона. Трубку взял, скорее всего, муж Бобби и отказался предоставлять какую-либо информацию. Что же касается последнего имени, Джерки, касательно него нет никакой информации. Казалось бы, расследование зашло в тупик. Однако группа не сдавалась, и вдруг, неожиданно для всех, было найдено то, что найти было практически нереально. Однажды группа подавала заявку на открытие доступа в архив одного из форумов. Некоторое время спустя доступ был открыт, и обыскав весь архив, удалось найти 4 видео, имевших название Тэмми. Да, те оригинальные видео, которые были перенесены с оригинальной кассеты. Залиты они были, кстати, в 2012 году. Интервью Барби наконец-то было найдено. Казалось бы, все, расследование почти окончено, но это не так. Опубликовав результаты своей работы, группе написал один из американских фетишистов. Рассказал кое-что очень важное о женщине, которая вела интервью. Ей, как уже было сказано ранее, оказалась Сьюзен Эббот. Найти, либо как-то связаться с этой Сьюзен напрямую не было возможности. Однако был найден аккаунт одной из ее подруг, Кэрол Дэвис, основательница SD Production. Была найдена страница Кэрол в Facebook, однако было замечено, что страница была неактивна с 2016 года. Как оказалось позже, Кэрол умерла менее года назад. Сьюзен так и вовсе умерла в далеком 2000-м. Очередная неудача. Однако сдаваться уже слишком поздно. Стоит упомянуть пару важных моментов. Помните ту самую надпись «Beat» в начале 4-й части на канале Ксенопаста? Оказалось, что данной надписи в оригинальных видео не было. Вполне возможно, что это была подсказка от создателя данной крипипасты. Также была увеличена фокусировка видео, из-за чего кофта, в которой сидела Барби, была похожа на больничную рубашку. Откуда же он достал оригинальные видео и сделал из них крипипасту? Возможно, 2 варианта. Первый. Он имел оригинальную кассету с интервью Барби. Второй. Группой была найдена одна интересная ссылка на архив видеозаписей с импутантками. В нем была найдена ссылка на скачивание то ли архива, то ли видеозаписей. Сейчас это узнать невозможно. Если перейти по ссылке, скачивание браузер выдаст ошибку. Именовалась данная ссылка как Тэмми. Как мы помним, это была одним из псевдонимов Барби. Залита данная ссылка была предположительно в июне 2009 года. А видео на канале Ксенопаста залито 9 августа 2009 года. Лично я считаю, что этот вариант является самым достоверным.
Итак, что известно о Барби на данный момент? Девушка лишилась руки в результате несчастного случая со стиральной машинкой, когда ей было всего 14 лет. В 22 она давала интервью журналам с тематикой аподомнофилии, такие как Antics и Fascination. Если с первым все понятно, создатель просто не хочет рассказывать нам детали, то что касается второго. Создательница Fascination умерла в 2009 году, так что какой-либо информации получить уже не получится. Однако стало доподлинно известно, что в момент съемки Барби проживала в Чикаго. Возможно, что она оттуда родом. Настоящее имя Барби, Шерон, не имеет каких-либо талантов, поэтому, по ее словам, может работать нянькой или сиделкой. Кстати, на одном из оригинальных видео было замечено кольцо на безымянном пальце Барби, так что не исключается возможность, что она вышла замуж, может быть, за такого же фетишиста. На этом, собственно, все. Да, зритель, как ты мог заметить из названия видео, это всего лишь первая часть. Почему? И деятельность свою группу не прекратила, ведь их цель – найти Шерон в реальной жизни и даже, возможно, пообщаться с ней, если она еще жива. Тогда это расследование будет окончено, и тайна файла Барби Ави будет разгадана. Так что вторая часть выйдет, как только что-то станет известно. Но не буду обещать, что будет это в ближайшее время, если вообще удастся что-то найти. На этом на сегодня все. Видео вышло достаточно длинным. Надеюсь, информация была изложена мною доступно. Что же касается группы, которая вела расследование, ребята, выражаю вам от себя огромную благодарность за проделанный труд. Ссылки на них и на группу, в которой они вели отчет, я оставлю в описании. Советую подписаться, ибо там будет документироваться дальнейший ход расследования. А тебе, мой дорогой зритель, спасибо за просмотр. Можешь подписаться на канал, поставить лайк, если тебе понравилось данное видео. И до скорой встречи.